Всех приветствую на лучшем канале приключения кабанчиков. И это новый гайд для кастомки Thunder Court RPG Rework 3.0 Dota 2. Сегодня я вам расскажу о правильной последовательности локаций, ведь после обновления это стало немного запутанно, и некоторые новички не понимают, куда двигаться. Всего этих локаций 8. Какая первая локация? Понять легко, ведь появляемся именно в ней. Поэтому много рассказать тут нечего, кроме того, что в ней спавнятся деревянные духи и их элитные версии. Также здесь присутствуют два босса, Рошан и Терзатель. С Рошана выпадает первая душа для улучшения предметов. Хочу заметить, что она нужна не для всех предметов. Некоторые используют сразу вторую, о которой мы сейчас и поговорим. Чтобы попасть во вторую локацию, нам надо двигаться к порталу в нижнем левом углу. Во второй локации спавнятся бешеные волки, альфа бешеные волки и их элитные версии. Босс в этой локации, к сожалению или к счастью, всего один. Фенрир. С него падает душа для крафтов, сердце лесов. С ним уже намного больше крафтов, а точнее практически все, за исключением пары айтемов. Пустотного скипетра, улучшенного Дейдалуса, БКБ. Теперь, как только мы разобрались со второй локацией, мы можем переходить к третьей. Чтобы попасть на нее, надо пройти от логова Фенрира вверх и зайти в портал. Эта локация скудна на мобов. В ней обитает только зомби, которые выходят из стамбы. Также тут есть босс Undying. Можно еще дополнить тем, что здесь есть финальный босс. Именно в этой локации он находится. Но про него мы поговорим ближе к концу видео. А так, с Undying'а падает мистическое ядро, которое нужно для всех крафтов. Максимум, что можно еще сказать, здесь находится секретный герой, про которого я рассказывал в прошлом видео. Поэтому, если вам будет интересно, то посмотрите его. Сейчас у вас вылезет подсказка на это видео. Теперь мы можем переходить к следующей локации. Чтобы попасть в следующую локацию, надо пойти по основному коридору из портала и завернуть на первом повороте направо. Затем повернуть вниз и зайти в портал. Здесь нас встретят баунти руны, которые лучше всего не подбирать до минуты 70, ведь к тому времени у вас уже появится максимальный медас, да и вы начнете закупать гемы и нужные айтемы для вечного режима, про который расскажу я вам чуть позже. В этой локации также встречаются новые мобы, мини-тускары с панчем и мини-тускарчики те же, но без панча. Также здесь есть аванпост, который желательно захватить. И также босс этой локации, Тускар, с которого падает душа, нужная для крафта. Для того, чтобы попасть в пятую локацию, нам придется вернуться в начальную. Затем пробежать вверх и завернуть направо к этому порталу. На этой локации появляются скелеты-воины и их элитные версии. Босс этой локации — Люцифер. С него выпадает Burning душа, из которой крафтятся абсолютно все следующие улучшения. Эта локация также не богата на контент, но на ней находятся два портала, которые нам нужны, а также алтарь Асана, про который я рассказывал также в прошлом видео. Теперь мы готовы переходить к следующей локации. Чтобы попасть в шестую локацию, нам надо от портала пятой локации пробежаться налево. И вот, пожалуйста, мы попадаем в паучьи шахты. Бегая по этой локации, мы можем найти аванпост. Его можно не захватывать, если вам не надо фармить секретного персонажа. Кстати, здесь есть
босс, знакомьтесь, паучиха. С нее падает морозное ядро, которое является для некоторых айтемов последним улучшением. Ну, на этом полезность локации заканчивается. И мы можем спокойно возвращаться назад. Чтобы попасть в 7-ю локацию, нам нужно проделать те же самые манипуляции, что и с 5-й, то есть попасть в нее. Затем пробежать наискосок, подняться на гору. Там нас будет ждать очередной портал, который приведет нас в новую желанную локацию. Но хочу заметить, эта локация не из дружелюбных, ведь неопытного игрока могут просто убить элементали, например, сжечь или просто задавить метеоритом. С помощью магии возвращаемся сюда и бежим дальше. Здесь нас интересует только босс, ведь на этой локации тоже не очень сильно нравится нам фармить. Здесь вы можете увидеть босса дракона, который выдает следующую, предпоследнюю душу. Чуть не умерев, мы продолжаем свое путешествие. Из такой неожиданной ситуации я выберусь инвизом, и мы побежим к финальному боссу, который нас уже заждался. Ведь он совсем за углом и ждет только нашего пришествия. Нам надо пойти просто вниз этой локации, и вы увидите здесь портал, в который нам надо зайти. Здесь нас не ожидают мобы, только одинокий паладин. Это его судьба. И мы его судьба, которую должны убить. В общем-то, закончились все основные боссы. Но осталось самое главное. Чтобы попасть к финальному боссу, сначала надо пройти в локацию зомби. А затем по основному коридору и подняться на возвышенность. После этого мы должны подняться на гору, и тут нас будет ждать неожиданный сюрприз. Надо стукнуть 100 раз по крышке гроба и хлопнуть в ладоши. Тогда к вам придет ВК. Чтобы попасть уже в бонусную локацию, про которую я говорил, где выпадают книжки с дополнительными скиллами, вы должны пройти в локацию с волками и завернуть уже не вверх, как было к зомби, а вниз, ведь здесь скрывается портал. Воля, и мы попадаем к моржам и всяким чудикам, которые так и норовят вас заморозить. Приятной игры. Заключительной локацией, которую я вам покажу, будет локация с боссом Аганимом. Для ее появления вам надо активировать в 5 разных локациях столбы в определенной последовательности. База, ледяной биом, лавовая локация, паучье логово. И заключительный столб находится в волчьем биоме. Затем мы бежим в начальную локацию, и вместо первого столба у нас появляется портал. Но хочу заметить, Аганим очень сложный босс, поэтому на него надо подготовку. На этом гайд оканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.